Всем привет! С вами снова я, Саша, он же Пых. И сегодня мы с вами поговорим о первых шагах Японии. Я думаю, это будет серия видео о том, что делать по приезду в Японию, после того, как вы прилетели в аэропорт, какие дальнейшие ваши действия, чтобы быстро влиться в жизнь Японии и потратить минимум средств на все это. Итак, дорогие друзья, товарищи, други, представим, что вы прилетели в Японию, получили вы свою карточку иностранца, и тут начинаются ваши первые действия. Вообще, карточка иностранца, как очень дорого все, это то, что я сейчас лично завидую, потому как по прилету я ее не получала. Более 11 лет назад, получается уже, да, когда я прилетел, вы получали, получается, электронная карточка, ее врезаете в паспорт, с ней вы идете уже в отдел иммиграции по месту жительства, и там подать документы на карточку иностранца, и в течение 2 недель вы ее получаете. Сейчас же по прилету в аэропорт вы ее получаете, единственное, что у вас нет адреса проживания, то есть места регистрации. Поэтому, получив данную карточку, вы смело идете в мэрию по месту жительства, да, ближайшее к вам. В принципе, оно одно, может быть два, в зависимости, да, есть, понимаете, есть большая мэрия, где делают все, а есть так называемые, да, местовые такие, да, отделения, где делают операции. В принципе, в них вы зарегистрироваться можете, получить этот штамп, да, на обратной стороне, где вы проживаете. Идете в мэрию, заполняете несколько бумажек, получаете данный штамп, и следующее ваше действие – это получение медицинской страховки. Не раз меня спрашивали о том, что стоит делать медицинскую страховку или нет. Обязательно стоит ее делать, потому что без нее вы будете платить 100% в любом случае. С медицинской страховкой будет либо 80%, если вы не работаете, да, как студент, и 70% после того, как вы начали работать. Покрывает, да, она ваши расходы, поэтому обязательно ее делать. Единственное, что здесь, знаете, вам запомнить, чтобы зависит от того, в каком регионе живете, в какой префектуре, размер страховки будет отличаться. Реально. Допустим, то же самое Токио, в зависимости от района, например, Тайтоку, да, где я живу, и соседний, это Адачику, суммы совершенно разные. Также отличаться будет в зависимости от того, какой у вас доход, если вы работаете, какое количество членов семьи у вас, да, например, есть жена или нет, есть дети или нет, тоже будет отличаться. И, соответственно, чем больше получать денег, да, как я уже сказал, да, больше вы будете платить. Ну, это логично, прямо пропорционально, да, здесь зависимость. Так вот, оформляете страховку, и следующий ваш момент, вы, в принципе, можете спокойно уходить уже из мэрии, потому что больше там, в принципе, вам делать уже нечего. Что касаемо пенсии, да, стоит ее оформлять или нет. Здесь зависит от того, работаете вы или нет изначально. То есть, получается как, если вы как студент приехали, то, в принципе, можете ее не оформлять, потому что если вы как студент отучились, да, и затем уедете, то, в принципе, ничего делать не нужно. Платить за это не обязательно, хотя, допустим, в школе говорят, что обязательно оформляй пенсию, да, чтобы заплатил государство. Нет, если вы как студент, у вас нет дохода, либо доход очень маленький, то платить ни за что не нужно. Вы можете просто игнорировать. Если же вы будете работать и последствием хотите получить Эйджукен, да, в Японии, то, естественно, платить надо, потому что это обязательное условие вообще проживания в Японии, это оплата пенсии, и если у вас нет пенсионных взносов, то могут даже не дать визу, либо не оформить, да, вид на жительство Эйджукен. В любом случае, например, если вы не оформили, а затем будете работать, у вас обязательно будет уже оформленная пенсионная книжка, вам могут сказать, что плати за то время, что ты, например, не платил, да, допустим, 2 года учились в Японии. В этом случае вы можете оформить менджо, так называемый, да, и это либо освобождение, да, от уплаты, либо вообще, если вы за это тоже не платили, вам могут освободить спокойно. Вы, то есть, скостить, да, вот эти 2 года вы можете спокойно не платить. Напоминаю, что плата пенсионных взносов довольно-таки дорогие в Японии. За месяц порядка 16 500 тысяч йен, что не каждый потянет, понятное дело. Например, если сделать меньше, можно не платить вообще, как я сказал, да, либо заплатить, допустим, там получается 75%, 50%, либо 25% какой-то из этих сумм, в зависимости от того, какой у вас был доход, если бы он вообще у вас был. Поэтому я вообще рекомендую сначала, если как студент, просто не оформлять вам пенсию, вам ничего за это не будет.
Следующий ваш шаг, что вам нужно делать, это вам нужно сделать счет в банке, открыть счет в банке. И здесь вариантов много разных банков. Кто-то оформляет онлайн, кто-то оформляет напрямую. Я лично рекомендую идти сразу напрямую, потому что желательно вам получить сразу так называемый кэш-када. Это карточка, чтобы вы могли снимать деньги, ложить на нее деньги. Может по ней также через автоматы либо ATM переводы делать. Получить несложно. Любой банк предоставляет кэш-када, причем иностранцу. У вас единственное, что вам нужно будет с собой иметь паспорт, карточку иностранца, возможно, страховой полис медицинский, ну, вы уже сделали эту часть, да, с предыдущего шага. И печать вам не нужна. Чтобы не говорили, печать в Японии сейчас уже практически нигде не требуется особо. И если вам скажут, что да, вот в мэрии сделать себе печать, не обязательно. Канает и спокойно подписи, все это катит. У меня, вот я уже сколько раз недавно, кстати, ходил по разным станциям, нигде у меня не спрашивали печать, везде роспись, все нормально, поэтому можете насчет этого не заморачиваться особо. Ну, если хотите, можете сделать, да, просто там хочет кому-то нравится, да, вот у меня есть печать. Это ваше личное дело. Идете в банк, делаете себе, естественно, открываете счет, получаете кэш-када. Лучше, например, быстрый, который делает банк, я вам сказал, Sensei Ginko. Я вот, кстати, в нем тоже, у меня открыт. Там в чем преимущество, что, например, в месяц пару раз можно перевести деньги бесплатно, даже на другой счет в другом банке, потому что многие за это просят довольно-таки большую сумму. Там можно даже платить по 500-600 йен за перевод с одного счета на другой, если банк не один, да, то есть, например, между Sensei Ginko, да, например, бесплатно, другой, допустим, платно. Вот преимущество того, что, да, бесплатно можете перевести, что для меня очень, кстати, актуально. Например, перевод за квартиру, например, я не плачу, то есть у меня вот нолик за перевод, что очень удобно. Еще один, например, банк, который могу порекомендовать, например, Mizuho Ginko, там тоже делают довольно-таки быстро, к иностранцам относятся лояльно. Sensei Ginko, например, 15-20 минут у вас карточка в кармане. Mizuho Ginko, наверное, порядка 20-25 минут. Единственное, что да, если вы пойдете не утром, а в обед, причем банки работают, кстати, до 3 часов, до этого надо успеть. Лучше идти рано утром, получить квиточек, встать в очередь, оформить документы, получить карточку. Кэш-када оформляется сразу, в этот же день вы ее получите. Для чего все это вам нужно? Это последний шаг, о котором мы сегодня поговорим с вами. Это для того, чтобы купить мобильный телефон и получить сим-карту для того, чтобы пользоваться мобильной связью в Японии. Сегодня я вам не буду говорить о том, какой хороший оператор, где лучше покупать телефон, где лучше покупать сим-карту. Я вам расскажу только о целом то, что вам нужно для того, чтобы без проблем купить телефон, если вам нужен, да, телефон, либо купить чисто сим-карту, то есть заключить контракт с мобильным оператором. Вам нужно, во-первых, паспорт, затем карточка иностранца, страховой полис медицинский. Не обязательно, но есть места, где требуют. Затем вам нужен, естественно, счет в банке, то есть либо вам дадут, если делаете кэш-када, это банковская книжка, да, где будет этот счет указан, либо кэш-када, либо если вы делаете онлайн, то есть вам нужны данные чисто, да, того, что у вас есть счет в банке, его предоставят, потому что с него будут считаться деньги за ваше общение, да, за ваш телефон, за вашу мобильную связь. Ну и в принципе все, опять же я говорю, печать не нужна, у меня ее не требуют. Недавно, кстати, я жену перекидывал с одного оператора на другой, на мое имя. Я нигде ничего не доставал, никакие печати, там солнце, по-моему, не засвещает печати, поэтому, то есть я только расписывался. Это, в принципе, хватает. И идете спокойно, да, к оператору. Единственное, что хочу вам сказать, что, наверное, если у вас есть кредитная карточка, например, да, российская, там, какая-то зарубежная, то зачастую они, естественно, не принимаются. Почему? Потому как не только из-за того, что сейчас происходит, да, вот эти все санкции, а больше из-за того, что не особо доверия к иностранным банкам. Поэтому я вам все-таки рекомендую, если даже вы хотите, в принципе, у вас была кредитка или дебетная карточка, то идите просто оформлять ее в японском банке. В принципе, для начала вам сделали счет, а затем потом вы, после того, как получили, например, кредитную карточку или дебетную карточку, вы можете спокойно переоформить, чтобы у вас с данного счета брали, да, с кредита. Поэтому, в принципе, эта процедура довольно быстрая, все это делается онлайн, ничего сложного нет. Ну, если не хотите онлайн, то идите опять в офис, и вам все это переоформят. Вот такие последние шаги, да. В следующем видео я вам расскажу о том, какого оператора лучше выбрать, почему данный оператор лучше, как сэкономить на телефоне, как, скажем так, заключить контракт с минимальными потерями для себя, потому что часто операторы дурят, откровенно дурят, впихивают, впендюривают вам дорогие тарифы, а вам это, я думаю, абсолютно не нужно. Дорогие друзья, на сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи.
Пока.